Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Компании люди». С вами ведущая Полина Голышева и Валентина Шелковникова. А у нас сегодня в гостях Владимир Колин, генеральный директор компании ДНК Технологии. Владимир, здравствуйте! Рада видеть вас в нашей программе. Очень Владимир, приятно. Расскажите, пожалуйста, чем же занимается компания ДНК Технологии и каковы ее цели? До 2020 года это было достаточно сложно объяснить. Слово ПЦР, генетика и так далее, это было достаточно понятие для избранных людей. Но так случилось, в 2020 году из Китая к нам пришло некоторое такое событие, и все узнали, что такое ПЦР. Вот мы как раз занимаемся все, что связано с молекулярными технологиями. Это ПЦР, сейчас это и НЖС. То есть мы как раз в этой области мы делаем реагенты и оборудование. Но надо сказать, что мы не единственные в России. В России очень достаточно мощное, развито вот это вот направление, что, в общем-то, позволило нам относительно легко пройти все, что нам предоставило 2020, 2021, 2022 года. То есть, по сути, пандемия, скажем так, поменяла вашу компанию? То есть нет, стала каким-то компания с толчком? 93 года. В 93 году мы начали заниматься ПЦР-технологией. Поэтому мы подошли к 2020 году достаточно подготовленные. А что раньше выявляли по ПЦР-тесту, если мы потом только выявили, что можем ковид искать? ПЦР можно выявить все, что угодно, где содержится ДНК. Она содержится во всей живой природе. То есть это генетическое уже, это да? Животные, это люди, растения и так далее. Но в основном, конечно, это была область медицины. И в медицине это, опять же, здесь можно искать микроорганизмы, бактерии, вирусы, грибы, с одной стороны. Можно смотреть генетику человека, смотреть некоторые полиморфизмы, ассоциацию с некоторыми заболеваниями, онкологии тоже смотрятся. Всякие такое направление, как фармакогенетика. Какие виды лекарства вам оптимальнее использовать, потреблять. И как раз фармакогенетика говорит об этом. Ну, в частности, небезызвестный счетчик варфарина, это по кардиологии, какую дозу варфарина нужно употреблять. И один из способов – это генетическая предрасположенность. Определяет определенные участки генов, и по ним рассчитывается доза варфарина, которую нужно потреблять человеку, проблемы по кардиологии. Ну, вообще, если говорить про пандемию, как вообще пандемия поменяла отрасль, в которой вы работаете? В свое время меня тоже брали интервью и спрашивали, что же, в общем-то, можно будет ожидать. Мы тогда общались с китайцами. И я там был до этого, и то, что там происходило, это было явно не похоже на то, что было раньше, там птичий грипп, там свиной грипп, и как там проходили все эти пандемии. И то, что было в конце 2019 года, это явно не подходило по то, что было там. И, в общем-то, было что-то явно экстраординарное. Хотя и мне говорили, да ладно, через 3 месяца все пройдет. Вот, тогда я уже говорил, что будет миллионы исследований на определение коронавируса. Вот. А что изменило? Слово ПЦР стало всем известно. Раз. А вложения в это направление в государствах, в частных компаниях увеличились. 2. Отрасль стала развиваться быстрее. 3. Понятно, что цены изменились, они понизились, действительно понизились. Вот до ковида самое дешевое исследование ПЦР было в России. Сейчас оно и в мире резко понизилось. Как раз из-за того, что появилось очень много лабораторий, очень много производителей. И уже так не является элитарным исследованием ПЦР. Здесь изменения. Понятно, что все эти технологии, исследования в области молекулярных технологий ускорились. А это всякие другие побочные направления, это и терапия, и так далее. В общем-то, все здесь пошло быстрее. Это, с одной стороны, для простых людей это хорошо, а для нас это означало, что конкуренция усилится.
Ну, появилась, да, узнаваемость, что такое вообще ПЦР-тестирование. Но вот как думаете, сейчас вот тест генетический, он тоже выразил какой-то всплеск? Нет. Ну, скажем так, в России, если мы смотрим Россию, то в России и до ковида рынок ПЦР был самый развитый. И когда я говорил о том, что вы понимаете, что в России ПЦР это одно из самых развитых направлений до ковида. Ну, как-то так. Кто в отрасли там более-менее понимали, кто не совсем в отрасли там не очень понимали. А вот когда пришел ковид, и все поняли, что практически Россия способна была вынести все то, что в других странах происходило достаточно тяжело, у нас, я не хочу сказать, что легко, но, по крайней мере, мы использовали вот с точки зрения реагентов, ну, 99% это российского производства. Сколько стран в мире обеспечили самих себя реагентами своего производства? Я правильно понимаю, что импортозамещение для вас, по сути, это возможность, а не вызов? Мы вот так активно начали участвовать за рубежом где-то, наверное, года 2009, там, 2008, ну, 2009, наверное, где-то так вот. И когда мы стали появляться за рубежом, на медицинских выставках, там было некоторое удивление, а что в России, кроме балета и автомата Калашникова, есть еще какая-то там техника там достаточно сложная. И было некоторое удивление. Вот. И мы же живем в России, поэтому ну, как-то должно же быть какое-то самоудовлетворение от того, что ты живешь в России. Но если говорить про технологическую независимость, можно сказать, что российские производители, они уже самостоятельные. И все страны после ковида, они поняли, что насколько они зависимы от поставок из-за рубежа. Тебе либо дадут реагенты, либо не дадут. Тебе дадут оборудование или не дадут. Мы сами в такой ситуации находились, когда мы работали очень много за рубежом, а нам говорят, у нас там дефицит тестов, реагентов, оборудования, поставьте нам. А мы понимаем, что при таком резком росте потребления мы с трудом, в России-то тоже, в общем-то, сложно было удовлетворить этот спрос. И, конечно, мы ограничивали тоже других, по мере возможности тоже делали поставки. Появились новые регионы, например, вдруг неожиданно стали активно работать с Чили. Где Чили, где мы. Вот. И, кстати, сейчас продолжаем до сих пор с ними, в общем-то, после ковида. Ну, а на данный момент есть какие-то критические технологии, которые зависят от поставок из-за рубежа? Конечно, да даже мы зависим. Дело в том, что мир глобальный. Хотим мы этого или не хотим. Есть некоторые технологии, которые употребляются в очень небольших количествах. И для того, чтобы было эффективное производство, ты должен поставлять это не только в Россию, но и за рубежом. Вот мы, например, тоже чувствуем. Вот рынок для нас, понятно, что российский рынок, он главный, но он ограничен. И сейчас, кстати, в качестве одной из национальных программ, которые есть в Минздраве, экспорт медицинских технологий является одним из пунктов национальной программы по экспорту. Потому что тоже есть понимание, если ты хочешь делать сложные вещи дешево и качественно, ты их должен делать много. А кто-то где-то должно это потребить. Понятно, что в России, ну, несмотря на то, что страна-то большая, но все зависит не только от размера страны, но и от количества населения. Вот в Советском Союзе у нас где-то было, какое у нас общее население? Где-то было больше 300 миллионов. И, в общем-то, регион был закрытый. Сейчас у нас сколько? 140, в 2 раза меньше. Ну, тоже много, но это недостаточно в современных технологиях. Поэтому мы все равно покупаем технологии за рубежом. Но помогают ли вам государственные какие-то программы? Может быть, какая-то есть господдержка? Ну, я еще как бы не только генеральный директор ООО ДНК технологии, но еще и председатель Ассоциации производителей в Российской Федерации средств клинической диагностики. Вот все, что называется инвитро диагностика или клинико-диагностические лаборатории, кто поставляет, находятся все производители в нашей ассоциации. И понятно, что самая большая проблема, ну, реагенты многие компании делают, а вот с оборудованием тяжелее.
И оборудование делает очень мало. Ну, мы одни из немногих, которые делаем сложное оборудование. Простые, ну, делают так, маленькие центрифужки, какие-то простенькие оборудования. А вот сложные, там достаточно тяжело. И здесь, конечно, нужна помощь. Сейчас правительство пытается, там, всевозможные 719 постановление, о чем вы бальная говорите? система. А почему вот 700, как вы сказали, 719? Ну, 719 постановление, оно говорит о создании бальной системы, о том, что производитель российский или нет. И в зависимости от того, что если ты российский, у тебя появляются преференции при участии в государственных тендерах. Ну вот в этой ситуации там помогает. Идеально? Нет, не идеально. Ну, пытается, в общем-то, что-то сделать. Но сделать натуральное хозяйство, ну, в современных технологиях это практически невозможно. Ну, ты можешь сделать какие-нибудь сложные, вот нам требуются иногда вещества, химические вещества, которые потребляются там в миллиграммах. Если будет производитель, который делает это в миллиграммах, то он просто, это будет, сколько это будет стоить? Понятно, что таких производителей должно быть в мире немного. И это вот проблема. Это глобализация экономики, это мировой тренд. Владимир, о проблемах мы продолжим говорить после небольшой рекламной паузы. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Дорогие телезрители, мы продолжаем программу компании «Люди». Я напомню, у нас сегодня в гостях Владимир Корлин, генеральный директор компании ДНК Технологии. Владимир, мы продолжим говорить о проблемах. Вы немного уже сказали о регуляторике, которая мешает производить оборудование или выпускать оборудование. Вот, еще с чем-то столкнулись в нынешнее время? Ну, вы слово назвали регуляторика, она понятно, что не идеальна. Она не идеальна по разным вещам, по разным проблемам. Первое – это то, что, ну, в общем-то, страна, когда она была Советским Союзом, вообще была немножко другая. И время прошло не так уж и много, и не все законы идеально подходят под новые реальности. Понятно, что они меняются. Но вот это вот изменение не всегда, во-первых, изменить нужно много. Во-вторых, сроки не очень большие. Берем какую-нибудь там Западную Европу, Англию там, и так далее, там веками отлаживались вот эти вот законы, законодательные акты, правоприменения. У нас все достаточно, если посмотреть вот в этом временном периоде, это не так много. И поэтому возникают проблемы, так называемые, если языком IT, отладки всех вот этих процессов. И с этим мы сталкиваемся. Для этого здесь важна вот роль общественных организаций, которых роль в Советском Союзе их была, они были, но роль такая условная у них была. И, конечно, растет. Но эти общественные организации тоже должны созреть. Они тоже, в общем-то, они появляются, но не такие сильные и мощные, как вот в странах других, где вот не было такой перемены после 2017 года, как у нас. Поэтому понятно, что это требует время. Мы пытаемся говорить, это вопросы и регистрации, системы регистрации медицинских изделий. Ведь мы же все зарегулированы, как и вся медицина. И у нас не так все просто. Не все законы, не все, что относится к системе регистрации обычных медицинских изделий, например, подходит для лабораторных. Но важное отличие то, что в лабораторных изделиях, которые в медицинских лабораториях, нет контакта с человеком. А в другой медицине есть контакт с человеком. Понятно, что риски разные. И вот это законодательство, например, в Западной Европе, они отличаются. У нас это одно, пытается там добавить некоторые там специфику лабораторной диагностики. А это же все вызывает некоторые сложности в регистрации, это барьеры. И барьеры бывают осмысленные, правильные, а есть, которые возникают, и смысл в этих барьерах, он не очень просматривается, больше он там
возникает, что ты должен преодолеть этот барьер, потому что он есть, не потому что он нужен, потому что есть. И вот это вот называется отладка. И это сейчас происходит. Понятно, что это быстро невозможно. Для этого ресурсы нужны. Мы понимаем, что тоже вот те, кто пишут законы, а где эти люди, которые могут написать эти законы? Там тоже жуткий дефицит в государстве с такими кадрами. И это вот такая сложная работа, которая это симбиоз общественных организаций, государственных организаций, где должны вот создаваться вот в итоге законы, которые удовлетворяют всех. Ну а как вы думаете, когда этот процесс будет налажен? Это вечный. Нет, ну понятно, что жизнь, она ускоряется. Хотим мы этого или нет. Там вот у вас вопрос по искусственному интеллекту будет. Там, что нам, собственно говоря, искусственный интеллект сделал. За мою жизнь я, когда еще пожил какое-то время, и я закончил институт при Советском Союзе. И знаю, как двигалась информация там, в это время. И за это время что изменилось? Ну, хотя бы такой простой пример. Вот для вас это может быть немного так странным. Не все в квартире имели просто телефон. Ребенок уходит из дома, и этого ребенка, он просто исчезает. Из всего пространства родителей. Да, его просто нет. И вдруг он потом как-то появляется. Вот сейчас это звучит дико. И это невозможно. А тогда это была норма. А если говорить о будущей диагностике, вот на какие технологии бы вы поставили ставку, которая бы поменяла вообще весь проект там, на 5-10 лет? Ну, вы знаете, когда мы продвигали и говорили о диагностике ПЦР, то некоторые области диагностики традиционные, которые существуют с момента обнаружения бактерий, вирусов, ну, в частности, бактерий. Есть некоторые практики, которые сложились уже там больше 100 лет. И все напряглись. Вот сейчас вот ПЦР возьмет и все изменит. И было некоторое напряжение у людей, занятых традиционной микробиологией. Где там в чашках Петри смотрели, как растут бактерии там, и так далее. А мы говорим, а вот сейчас можно с помощью ПЦР, не ждать нужно несколько дней, а всего лишь там за час-два вы можете определить, есть эта бактерия или нет. Казалось, что все, это вот убьет вот это все. Нет. Просто каждая технология, она нужная в нужном месте. Есть плюсы у одного, есть плюсы у другого. Другое дело, что вот все, что связано с молекулярными технологиями, оно развивается сейчас быстрее. И быстрее меняется. И кажется, что вот здесь вот, и понятно, что здесь очень много денег крутится, и компании многие инвестируют в это направление. И кажется, что вот это все решит наши все проблемы. Нет, не решит все проблемы. Просто решит те проблемы, которые раньше не могли решить. Это вот просто, оно будет дополнять. Мы много чего не знаем. И это всего лишь увеличит наши знания, дополнительно увеличит в других областях. Должна быть гармония вот всего. А это, иначе это получится мыльный пузырь. Ну, вообще искусственный интеллект, если про него уже говорить, как изменил вообще работу лаборатории? Я когда закончил институт, интернета еще не было. Интернет появился тогда, когда я стал работать. И даже, я работал в западной компании тогда, в то время, и даже тогда интернет только-только появлялся, и я помню, там много информации присылалось нам на бумажных носителях. И мы в таких гроссбухах там выдергивали какие-то странички, эти вкладывали. Вот так происходил обмен информацией. Что сделал интернет? Интернет фактически упростил доступ к информации. Вот я свою научную деятельность там в свое время работал после института в теоретическом отделе. Для того, чтобы получить какую-то статью, я ходил в библиотеку ГПНТБ на Кузнецком мосту, научно-техническая библиотека. И копировал статьи из импортных журналов, дай бог, годичной давности. Что сделал интернет? Интернет просто, ты можешь это получить прямо сейчас. Да, упростил работу поиска. Интернет позволил накопить огромное количество информации. И ты получил доступ. Какая здесь проблема возникает?
информации так много, Все подряд. что ты не можешь понять, а что тебе нужно. И вот с моей точки зрения. И тогда, кстати, когда появился вот этот интернет, считали, что все, это вот будущее всего, и стали все вкладывать деньги. Надулся мыльный пузырь, лопнул, финансовый кризис. Казалось, что интернет умер? Нет, он просто стал тем, кем он должен быть. Задача искусственного интеллекта, сейчас тоже про него говорят, вот он заменит человека и так далее. Там. Вы в это не верите? Нет. В первую очередь, что он сделает? Он, вот тот объем информации, он позволит тебе систематизировать. Найти что-то, вот, какие-то одинаковости, какое-то отличие. Вот это тебе позволит. А анализ, а что же это, пока еще человек. Произошла буржуазная революция, и во время этой революции, фактически, что такое буржуазная революция? Это когда новые взаимоотношения создали новый вид развития, индустриального развития общества. А индустриальное — это значит механические инструменты, технологии и так далее. И много то, что делалось вручную, стали делать механизмы. Что сделает искусственный интеллект? Он просто простую работу, рутинную, мысленную работу, он возьмет на себя. Вот что сделает. Он то же самое, он упростит некоторый вид деятельности. Пока я вижу только вот это вот. И это вот то, что реально. А то, что это вот, ну это, я тоже любил фантастику и люблю там, и фильмы смотрю разные, которые приятно посмотреть там. Но в реальности, где там человек не может отличить робота от человека, я думаю, что пока это далекое еще будущее, и будет ли оно, непонятно. Вот как думаете, что будет двигать все-таки отрасль автоматизации, искусственный интеллект, роботы или все-таки человеческие ресурсы? Искусственный интеллект ускорит развитие. Вот смысл искусственного интеллекта — ускорение развития. В свое время интернет ускорил поиск информации. Раньше мы тратили время на то, чтобы вот сходить в ГПНТБ, взять, скопировать статью, которая выпущена год назад, а с помощью интернета мы можем сделать это быстро. И ты получаешь доступ к современной информации быстро. Искусственный интеллект возьмет на себя простые, относительно простые вещи, рутинные вещи, рутинные мысленные вещи. Это систематизация огромного количества информации, поиска каких-то поиска закономерностей или несоответствий, либо какие-то рутинные мысленные процессы. Ну, как сейчас вот уже простые программы можно написать уже с помощью искусственного интеллекта. Программисты, которые пишут простые программы, они уже становятся, ну, как бы не так востребованы. Но это не значит, что все программисты вдруг исчезнут. Нет. Это все будет... Искусственный интеллект позволит сделать очередное ускорение технического прогресса. В свое время, вот взять, вот, допустим, ту же самую биологию. Сколько времени потребовалось на то, чтобы обнаружить там, Коху, доказать, что результат туберкулеза является микобактерия? Там, несколько лет. Сколько потребовалось, допустим, что какой-то кусочек ДНК ответственен за какие-то заболевания в человеке. Там, годами иногда это исследуется. Сейчас вот этот процесс с помощью искусственного интеллекта ускорится. Ну а выводы, соответственно, делает уже человек. Конечно. И просто появление вот этих новых технологий, новых знаний, он просто ускорится. Вот что произойдет. Владимир, спасибо за такой интересный диалог. Мы узнали много интересного о лабораторной диагностике. Но у меня еще такой последний вопрос о вашей мечте в профессиональном плане. Честно говоря, когда я пришел в компанию, там пришлось несколько резко поменять область деятельности. Но я тогда в свое время работал в зарубежной компании, то, что работаю в российской компании. И все-таки это естественное желание и явление любых людей, что там, где ты живешь, показать, что ты чего-то стоишь.
И один из способов продемонстрировать, чего ты стоишь, это показать компании, что мы не только в России достаточно сильные, но и за рубежом, что мы сейчас успешно делаем. И вся наша активность за рубежом, мы показываем, что мы все-таки сделали, что помимо там балета и автомата Калашникова, у нас есть еще и высокие технологии, где мы, в общем-то, в некоторых направлениях дальше, чем за рубежом. Это, ну, как бы доставляет много положительных эмоций. Наша программа компании «Люди» подошла к концу. Я напомню, на сегодня в гостях Владимир Колин, генеральный директор компании ДНК Технологии, а программу вела Полина Голышева. Валентина Шелковникова. До новых встреч!